Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 6 октября. Очень важная и нужная информация для каждого человека. Почему? Потому что 6 октября у нас по народному календарю достаточно интересный день. Обратите внимание о том, что нельзя делать в этот день. И 6 октября, друзья, у нас новолуние в знаке зодиака Весы. Мы поговорим о том, что нужно сделать обязательно в этот день, как новолуние повлияет на нас, а также какие слова нужно произнести именно в этот день для того, чтобы привлечь достаток, изобилие и благополучие в свою жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя и проверьте, включен ли у вас колокольчик на уведомления. А прямо сейчас мы с вами уделим внимание народному календарю. Итак, друзья, народный календарь на 6 октября. Сегодня, 6 октября, этот день в народе называли как зачатие Иоанна Предтечи, Ираида Спорная, Ираида или День Ираиды. А вот согласно церковному календарю, верующие в этот день вспоминают святую мученицу Раису. По-другому ее называли Ираиду Александрийскую или Антинопольскую. Также сегодня отмечают зачатие Иоанна Предтечи. В народе по традиции народного календаря 6 октября празднуют Ираиду Спорную. Этот день назвали так потому, что по народным приметам сегодня всякий, который очутился в спорной или непростой какой-то ситуации, мог узнать, как разрешится проблема, обратившись к специальному ритуалу. Обычно с этого дня крестьяне начинали уже топить в доме. Друзья, напишите, а у вас уже отопление включено, тепло ли у вас в дома. А если у вас свой частный дом и нет природного газа, напишите, чем вы топите в своем доме, как вы обогреваетесь. Но перед тем, как приступить к этому, у крестьян было принято заговаривать печной уголь специальными заговорными словами. «Уголек, разгорайся, моя изба, нагревайся». Считалось, что если провести этот ритуал, то весь год вы будете жить в тепле, а дров хватит на все холода. Женщины 6 октября готовили особенное картофельное блюдо, которое называли наливушки. В растолченную картошку клали яйцо, добавляли немножко молочка и все это лили на лепешку, заворачиваемую по краям. И вот первую наливушку давали съесть самому младшему члену семьи. По народной традиции именно сегодня избавлялись от старых веников, тем более если начали уже использовать новый. Ведь согласно народной примете, если в доме 2 веника, то можно остаться без денег. Все нажитое вскоре выметится. А люди, которые находились в сложной ситуации, проводили особенный обряд по ее разрешению. Для этого надо было взять кувшины и пойти с ними к месту слияния 2 рек. Сначала набирали водичку из полноводной речки, а после из другой. Далее приносили такие кувшины домой и наблюдали, в какой емкости вода скорее испарится. Плохо, если это происходило с водой из первого водоема, значит, проблема не скоро решится. Наши предки тех, кому по жизни не везет, называли бедолагами и старались в день Ираиды Спорной держаться от них подальше, чтобы не заразиться их неудачами. Ведь была вероятность, что такого человека еще с самого рождения оседлала одноглазая лиха, которая может пересесть на кого-либо другого. И такая опасность 6 октября была особенно велика. А чтобы не знать бедности и в кошельке всегда водились деньги, в день Ираиды наши предки искали среди мелочи монетку с каким-нибудь дефектом и клали ее обязательно в свой кошелек. При этом было очень важно, чтобы монетка эта была заработана и получена честным путем.
найденную на улицу, для этой цели использовать монетку было нельзя. Также 6 октября было принято проводить ритуалы, обряды, читать разные заговоры, которые помогали бы решить любые спорные вопросы. Согласно старинным народным поверьям, 6 октября, в день Ираиды Спорной, нельзя вспоминать было свои беды, горести, проблемы, неудачи, а также их перечислять, иначе в будущем их станет просто в разы больше. Лучше на Ираиду Спорную вовсе не думать о негативе, а для этого рекомендуется провести день в дружной и теплой компании, где точно не возникнет никаких споров, препирательств и конфликтов. По народной примете 6 октября нельзя хвалить красоту, успех, доброту, прекрасное здоровье, предварительно не постучав по дереву и не плюнув через левое плечо. Иначе в жизни человека, которого похвалили, все изменится в худшую сторону. Нельзя в день Ираиды Спорной и в шутку или просто так упоминать Господа Бога в беседе. Тот, кто нарушит этот запрет, столкнется с неприятностями на работе и в любовных отношениях. Поэтому очень важно сегодня помнить об этом правиле. Не стоит 6 октября планировать что-либо новое и совершать покупки. Все закончится, к сожалению, провалом. Притом как в денежном плане, так и в отношениях с близкими и родными людьми. Кстати, деньги в долг сегодня тоже лучше не давать. Почему? Просто-навсего вам не вернут. Даже если распишут и большой бизнес-план, где покажут, что в случае чего они продадут машину или что-либо другое. Не вернут, поэтому не давайте. Также 6 октября по народным приметам нельзя поднимать подкову и деньги, найденные на дороге, поскольку так можно притянуть к себе финансовые трудности. Вы знаете, день Ираиды Спорной очень непростой в материальном плане день, поэтому для защиты своего бюджета 6 октября положите в кошелек монетку, которую дали когда-то вам в качестве сдачи при покупке именно хлеба. По этой же причине не стоит 6 октября тратить деньги впустую, поскольку потраченное сегодня восполнить получится очень нескоро. Нельзя и в день Ираиды Спорной считать свои финансы. Это верная народная примета к тому, что в ближайшем будущем вам придется оказаться на мели. Потому и не рекомендуется 6 октября проводить ревизию наличных денег. Также нельзя в этот день ругаться со своей второй половинкой. Сегодняшний день или хотя бы вечер нужно провести с любимым человеком, поскольку времяпровождения порознь может привести к длительным проблемам в семье. А теперь поговорим о лунном календаре на 6 октября 2021 года. Обращаем ваше внимание, что 6 октября у нас с вами новолуние. И это один из важнейших этапов лунного цикла. Обращаем ваше внимание, что новолуние у нас будет в 14 часов 6 минут по московскому времени в знаке зодиака Весы. Обращаем ваше внимание, что 6 октября это день замыслов и планов, поэтому очень важно в этот день продумать все свои детально дальнейшие планы на лунный месяц. Что вы задумали в этот день, имеет тенденцию к реализации. Знаете, это своего рода фундамент вашего успеха. Поэтому посвятите этот день приятным воспоминаниям, помечтайте о ближайшем будущем. Мечтайте о светлом и добром, чтобы ваши мечты осуществились. Постарайтесь сегодня простить своих врагов и не желать зла врагам. А вот желания в этот день формулируйте четко и ясно, с реалистичной достоверностью представляйте свои мечты, без всяких «если бы». Мысленно представьте себе результат своих действий, визуализируйте свои желания, и космические силы помогут вам в осуществлении ваших желаний. Считается, что в этот день это самый мощный в лунном месяце.
Поэтому информация, которую вы заложили в этот день, обязательно принесет вам материальные плоды. И обращаем ваше внимание, что основными темами новолуния в знаке зодиака Весы будут партнерские отношения, взаимопомощь и поддержка, а также здоровая конкуренция и сотрудничество. В этот период Марс и Меркурий будут также в весах, что усилит наши с вами дипломатические способности. В это время хорошо налаживать отношения с близкими людьми и партнерами, а также создавать союзы и договариваться о чем угодно. В ближайшие дни вы можете мучиться над решением некой какой-то дилеммы, вопроса. И почему вы будете задавать себе вопрос, почему же у вас такой дисбаланс во всем? Но когда Меркурий развернется и снова станет прямым, возможно, и прояснится что-то для вас, и прольется свет на вот те теневые места, которые не давали вам покоя. Особенно это касается и отношений, и партнерства. Во время новолуния Луна будет в соединении с Марсом. Это у нас планета активности и действий, поэтому эмоции будут бить ключом. Агрессия и гнев могут взять верх над разумом. Поэтому обращаем ваше внимание, что с 6 по 9 октября постарайтесь контролировать свои эмоции и не попадаться в ловушку вот тех чувств, эмоций, которые вас могут захлестнуть. У новолуния будет и гармоничный аспект с Юпитером, а это значит, что все желания, все ваши хотелки будут исполняться. Поэтому не упустите свой шанс. Смело загадывайте желания, визуализируйте и стройте обязательно планы на будущее. Как мы уже говорили, с 6 октября это день подведения итогов. Поэтому, если вы можете этот день провести на природе, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Выберите какое-то спокойное и тихое место и постарайтесь успокоить свои и чувства, и свой ум. Закройте глаза и внутренним взором окиньте прожитый лунный месяц. Выделите самые положительные моменты и как бы одобрительно зафиксируйте их в своем сознании, говоря про себя, например, «это хорошо». И посмотрите и то, что бы вы хотели преобразовать в жизни. И возьмите себе, например, на заметку, и при этом скажите себе, своему сознанию, это надо преобразовать или это надо сделать. И когда вот такую вот мысленную практику вы сделаете, достаньте список, если вы составляли в начале месяца, и проанализируйте его, подведите итоги, что исполнилось, а что нет. Также если будет очень хорошо, если вы эту практику будете делать в каждое новолуние. Очень советуем 6 октября не злоупотреблять пищей, алкоголем, курением и лекарствами. От начала новолуния постарайтесь провести сутки на жесткой диете, а если позволит и здоровье, немножко поголодайте. Сами по себе 6 октября, именно лунные сутки этого дня будут короткие, и начинать новые дела не следует, просто ограничьтесь планами, какими-то мечтами. И если вы в этот день будете создавать отрицательные мысли, образы, вы сможете создать реалии, которые потом способны принести, к сожалению, вам какие-то несчастья и проблемы. Поэтому постарайтесь этот день побольше побыть на природе, в парке, где-то побыть, обнимите деревья, побудьте в гармонии с природой, с собой обязательно. Если вам по плану нужно рваться, бежать куда-то, идти вперед, не стремитесь это делать, остановитесь. 6 октября новолуние, Луна зарождается. Мы начинаем только преобразовываться, наши энергии по чуть-чуть, вот знаете, вот буквально немножечко. Кроме того, у нас планеты Меркурий, Марс, Плутон также влияют на нас, людей. Поэтому, если вы видите, что у вас ничего не получается в этот день, не рвите себе сердце. Ну, вот такой вот день.
Кроме того, сегодня, как мы и говорили, рекомендуем всем провести одну практику, которая заложит основы на следующий лунный месяц. Итак, в любое время 6 октября, когда вы останетесь одни, лучше всего, если эти слова вы будете произносить уже после наступления новолуния, то есть после 14 часов 6 минут по Москве. Если вы проживаете в другом часовом поясе, просчитайте, пожалуйста. Итак, когда вы останетесь одни, 6 октября возжелайте искренне себе достатка, своей семье. Подумайте, чего бы вы хотели. И далее скажите следующие слова. Хочу притягивать удачу и деньги, чтобы мне везло во всех делах. И семья моя росла, и богатство вместе с ней становилось больше. Желаю не знать нужды, окупаться в роскоши, но никогда не забывать, что данное счастье дается честным путем. Истина. Вот такое, друзья, у нас с вами будет 6 октября. Надеемся, что та информация, которую мы вам сегодня дали, вы ее используете во благо. И вы завтрашний день, 6 октября, проведете прекрасно и благополучно.